Что там, оператор? Походу теперь в наших видео не я, а Изя здоровается. Ребята, и как он вам поет? Понимаешь? Но еще пока не привык к фильмоскопу, блин, елки-палки. Только наводишь, сразу перестал. Причем они ладно, все не об том. одинаковые. Шо? Дома тоже так же. Я когда хочу снять, он тут же замолкает. О. Как это? Хорошие музыкальные личности, но не публичные. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие экши-друзьяки, как всегда, Маратик в гостях. Ёшкин кот. Ребят. Кот Базилио, точно ёшкин кот, ты понял? Елисей, а что ты пришел бесплатно? Поздоровайся хотя бы. Здрасте, так здрасте. Короче, ты кушай мороженое, а мы сегодня с Маратом будем, ребята, для вас готовить-таки шикарное жаркое. Море мяса, много овощей, целая куча зелени и волшебный секрет-рецепт от Маратика, да? Что, исполним по красоте? Рецепта никакого нет, просто сделаем вкусно. Расскажем немножко нюансов. А я там Будет распинаюсь, интересно. там рецепт туда-сюда. Короче, ребята, как и все наши блюда, простые, элементарные, доступные, бюджетные. Главное, что хорошее настроение. Так и да, Мы начинаем. мы начинаем. Пока Марат там пылесосит свои дальнобойные. Нормально? Лучше меня видно теперь? Да. О, все. Хорошо ли ты меня видишь? Так я еще и в фурике, ёшкин ты кот. Тебе надо фурик или сегодня просто в очках? Нет, сегодня... фурик можно будет одеть. Сейчас устроим, все будет нормально. У нас этих фуриков пруд-пруде. Ребята, если надо, обращайтесь, такие вам устроим. Алина Маршал, да ты что, не человек, а шедевр, как я говорю, живая легенда. Надо же ей повезло в таком городе. Не то чтобы вместе родиться, а вместе случиться. Что, смотри, как я сегодня перец мариную. Ой, перец мариную. Я или перец солю, или соль перцую. Ребята, подскажите, как правильно? Очень здорово. Марат, смотри, что выгребай, выбирай себе агрегат. Твоя. Ты Я привычный к этому. ты на кире, я топорик. Короче, что мы делаем? Сразу начинаем с лука, мяса, дальше пойдет морковка. Мясо, И потом все по морковка, расписанию, да? Все покажем. Все покажем, все Да-да-да. А ты мясо сегодня такое на привозе выхватил. Елисеюшка, ну дай, папа, сейчас Хотелось бы чуть-чуть. сказать про мясо. Дорогое мясо для жаркого не надо. Возьмете жесткое, которое просто надо протушить будет больше. Я люблю, чтобы была грудиночка, потому что здесь много соединительной ткани, и она дает такой вот именно вкус подливки. Сочный, Очень мощный, классный, да. нежный. У нас будет сегодня и грудинка, и жирноватый кусочек бульон. там шейки такой, переходящий в спинку. Так что мяса много, почти 6,5 килограмм. Нормально. Все, Ульянушка, а ну что у тебя там? Давай я тебя открою. Моя ты хорошая. Где ты была? За мороженым ходила? Нет. Не, а где мороженое взяла? Папа, ой, Елисейка. Елисейка тебе принес, да? Держи, любовь моя. Ты пока не начала кушать, а уже начала. Скажи всем привет. Не хочешь? Потом скажешь, да? Кольцо у меня красивое на пальце. Да уж. А это принцесса, мы пока из дома выходим, Катя собирается 40 минут. Это час 20, понимаешь? Фу, я уже не знаю, что на том балконе делать, пока они А что ж выйдут. тебе потом будет делать? Кыш, Серёж? кыш, кыш, кыш. Потом я вас всех сам буду одевать. Завтра я на белом пароходе уплыву в далекие это, края. которое помельче, ты его рубани по косточке. Марат тут с этим мясом разбирается. Кости тоже туда Ай, положишь? молодец. Да. Так он специально взял с косточкой. Смотри для чего. Смотри, какая говядина сегодня. Марат, у нас что с тобой не выступление, то праздник. Просто Шикарно, души и шикарного аппетита. Елки-палки. Так, а я сейчас как вдарю? Значит, ребят, размерчик чуть больше грецкого ореха. Он немножко ужарится, варится. Так, где у нас пустая миска? Накидывай туда. А я разбираюсь с костями. Поджигать мне еще рано? Через минут 5. Твоя кума пришла? Или как это? Не кума. У Марата котенок Йося. Кто на тебя приходится? Мать Йосина. Йоськина мать, Йошкин кот. На, Йосина мать, держи. Мурочка, хочешь? Она такая На, прям я тебе дикая тут в природе. положу. Шикарная. Ну вообще, конечно, она сейчас прыгнет, Сереж. Не, Мурка, сюда нельзя. Она, я тебе говорю, сейчас прыгнет. На, давай иди обратно. Вот сюда. Ну что ты будешь делать с Йоскиной матерью этой? А? Ты если не голодна, так и скажи. Ну сюда прыгать нельзя, поняла? У меня здесь... Ты что, не знаешь, она по карасям, Давай, Мурочка, иди сюда. а не по Иди. говядинке? Зато Йоська у меня Да? любит все. Аппетит просто великолепный у пацана.
В основном кошерную пищу потребляют. Блин, я говорю, самый шикарный кот в Одессе. Устроился так, Марат скидывает такие фотографии. Песни пели только что. А я говорю, когда Изя поет, все замолкают. Оп. Мурка, выбирай себе место, уже доберись в конце концов, куда тебе надо. Завтра я на белом пароходе уплыву в далекие края. Какая она красивая в дикой природе. Грациозная? Ну вообще просто. В этих листьях. Мурка, ты тушеной. просто прелесть. Багира такая. А, ну посмотри. Сейчас на стол. Это ее любимое место. Прыг, смотри. Опа! Оп! Быстро давай. Ребята, так и живем. Все нормально, полный порядок. Кс-кс-кс. Иди сюда. Ты будешь кушать? Иди, моя хорошая. Иди сюда. Мясо отличное. Отлично. Ты что, а сейчас с картошечкой, морковочкой, с перчиком, со всеми делами, а еще и в нашем казане, жирная будет? Марат. Марат, жирная будет? Нет. Ну, я вот этот жирок, Серега, да, правильно делаешь, что оставляешь. Он не будет очень жирным. Катюшечка, мы все дотомим, елки-палки. просто спросила. Ты когда-то, мы когда чикапули начинали готовить, ты тоже говорила. А потом я ее еле шикарная с получилась. этой косточки стянул. Ты понял? Держит и держит, держит и держит. Такое вкуснятина. Мы еще и маму угостили. Короче, ребята, как вам чикапули? А, такие шедевр? Костик до сих пор в шоке, короче, от этого поздравления. И приготовление. Марат, а вы в Израиле кому готовили? Друзьям, Да? Вот просто друзьям? да. Ну и А сам иногда ел, что ты Не, думаешь? а вообще вот так вот в сфере кулинарии, там шеф-повар или еще чего-то такое, никогда не были? Неоднократно То есть звали. вы просто любитель? Я абсолютный любитель. Мне вон вчера предложили бизнес, я еще забыл вам рассказать. Что, опять шеф-поваром в Израиль зовут? В Карпатах, да. Васильевич? Нет, нет. Александр Васильевич, что за дела? А что, он не знает? Так и сейчас узнает. У вас там появился конкурент. Так, ты погнал уже лучок. Покажи людям, расскажи, как надо лук резать. Можно кубиком, можно полукольцами, он все равно развалится, растутся. Я люблю четверть кольца на жаркое резать лук. Маратик, чтобы ты понимал, как ты любишь и любит очень многотысячная аудитория, понимаешь? Мы когда с тобой что-то готовим, люди начинают нам скидывать в Инстаграм и куда угодно вообще, куда находят наши контакты, скидывают блюда. Да? Блюда, Уже блюда, там, не знаю, уже приготовленные, елки-палки. Интересно Как было бы кайфанули от посмотреть, этого да. супа чехословацкого. Я вам буду с фаршем. пересылать, Марат. Пересылай, Катюшка. потому Очень что я с красивый. Инстаграмом не очень дружу. Очень красивые получаются у людей. Ну, прекрасно, я очень рад. Все. Марат, вот так вот? Да, только Вот такие эти жирные чипсы. Я их больших местах напополам, да. Пополам, да. Кружечки такие оставляю. Да. Все, а большие напополам. Чтобы ее тоже можно было там... Вон человек тоже говорит, что дома Пожевать. делал. И что, получилось у вас? Нормально? А раньше готовили такой? Я похоже что-то делал. В Праге ел, там было чуть поменьше. Капусты? Да. Да. Потому что у них такого казана не было большого, как у нас. А у нас и капуста недорогая, казан имеется. Так что, о, ты понимаешь, я же не просто так говорю. Ну я вообще знаю только супов около 1000 рецептов. Ёшкин кот! Вот это да! Марат, а ты говорил, штук 300, видишь тут? Какие? Все просто. Сколько знаю мяса, столько бульонов. А это разный суп. Это уже разный суп. 100%. Посмотрите, кто пришел. Кто? Валера, хозяин АТБ. Ты что, был на рыбалке? Таки молодец. Доброе утро. Ты меня узнаешь по пакету АТБ, да? Здоровенькие были? Привет, родненькие. Здравствуйте, Валера. Маратик, а вы не ждали? А Валера случился. Он догадывался. Завтра я на белом Он меня пароходе. с утра предупредил. Ух ты, ёскин аппарат. Это оружие. Мама. Короче, сегодня, как и всегда, опять намечается шикарная компания. Даже ничего, по-моему, ничего удивительного. Не надоело. Валерочка, не вздумайте так думать. Что, Маратик, исполнили? Перец когда? Уже попозже? Попозже, Ай, попозже. попозже в самом Гораздо конце. позже. Все, тогда я поджигаю. Поджигай.
Ёшкин кот. Так, поддувало открыто, труба на месте. Ты что, Костик молочага, сделал такую, что даже не пачкается. Так. Сейчас как дыманем аккуратно. Домой приходишь, даже нету такого вот Ощущение, что запаха. ты был в дыму, понимаешь? У меня раньше такая беда была с Класс этим. вообще. Очаг шикарный. Я раньше приходил домой, вот это дымом так надышишься, я снимаю кепку, понял, а у меня еще сутки такое ощущение, что голову сжимает, ну пипец, это не от кепки, это именно от дыма. И тут тебе легкое решение проблемы. Очаг и вот та штука, которая курит аж где-то там высоко. Смотри, опять красиво, а? Катюня. А как я в штанах? Картина масла. Ребята, вы заметили, что у меня пару дней не было штанов вот этих? Так я вам по секрету расскажу, короче. Порвал. Ты помолчи, да я расскажу, елки-палки. Ага, Алиночка ж как насадила мои ноги на эти шикарные штаны, короче. Я от радости давай тут гопака танцевать. Короче, как-то неправильно сел на шпагат, и у меня здесь так вот так красиво ляп, и все. Алина, целую ваши шикарные ручки. Выход был найден. Она мне там такую броню наклеила. Ну не надо Что это я- всем рассказывать. Понятное дело, что у тебя там все в порядке. Все, штаны на базе, ребята, будем жить, елки-палки. А у меня такое ощущение, понял, короче, я домой прихожу, снимаю и падаю в обморок. И понимаю, что надо позвонить, понимаешь, и сказать. А ощущение такое, что, знаешь, как в детстве, короче, типа, ты что домой не идешь? А я штаны порвал, меня мама убьет, короче, понял? И я не могу сказать, говорю, Алиночка, я вот сначала расцеловал, обнял, немного поносил на руках, а после этого вывалил, говорю, вот смотрите. Говорит, да я тебя умоляю, все будет шикардос. Что, я масло наливаю? Так, масла надо немного, буквально искупать казанчик. Потому что сегодня будет соус со стока. Почти в собственном соку. Ну и пожарим немножко тоже, конечно, соответственно. Достаточно. У тебя что, усы отросли? Кто тебе... Не-не, молодец. Хотел сказать, дал право. Додумай сама, что хочешь. Марат, все нормально она говорит? Все отлично. Но тебе, если что, усы не идут. Ты мне и так красивая. И что, давайте молча позалипаем. Изя, дай куплет. Молчит, слушает. Я пока скажу пару слов. А ну скажи. А вот смотрите, значит, все, что я когда готовлю, все, что предполагает тушение, я всегда сначала кладу лук, а потом мясо. То есть не обжариваю сначала мясо. Многие так могут делать, это может кому-то правильней, но мне нужно, чтобы лук немножко отдал влагу, и потом он начинает вот этими своими качествами хорошими обволакивать мясо, которое Ага. жарится. И оно скорее закрывается, то есть быстрее. Мясо не начинает отдавать свою влагу, а закупоривается. Это то, что мне нужно для того, чтобы потом это мясо тушилось, оно у нас долго будет тушиться, и не отдавало уже закупоренное, не отдавало все соки. Чтобы сохранила свою сочность правильно. Именно Ну, так. сказал... Поэтому мы будем сегодня в 3 прихода работать лук, мясо, лук, мясо, лук, мясо. А потом я еще кое-что расскажу. Ждите. Оставайтесь на канале, следите за новостями, как там говорят, Сережка. Подписывайтесь, получайте хорошее, шикарное детское черноморское настроение. Просто мы вас любим от всей души, правильно? Вот тебе на. Маратик, а я еще увидел, ты там принес сегодня... Скажи мне, а ты хоть на привозе оставил немного зелени? Да. Да? И- Чуть-чуть осталось. Или все забрал? Нет, Ёшкин сейчас кот. зелени на привозе просто Вы опять? море. Пестрит? Да. Курс зелени? Почем чиполлино на привозе? Блин, не помню. Это чеснок. Это лук. Эй, это Мэй, Чеснок вот. чеснок вот, молоденький. Поняла, в чем разница? Молодой лучок, молодой чесночок. Чакапули, ай-яй-яй-яй, чакапули, ай-яй-яй-яй. Обычный И чеснок чесночок обыкновенный. обязательно, Да ладно, елки-палки, тут просто всего. Катюня, дать тебе пучок пожевать. Кинза, твоя любимая. Чистое Давай. здоровье, сплошные витамины. Что? Помытую только. Так, Всё. спокойно, я знаю, что ты хочешь сделать, но не надо. Не, я немного увлажню атмосферу. Кусай. Не щипай, а кусай. Спасибо. Аромат какой, ребята, ловите аромат свежей кинзы. Те, кто понимают, сейчас немножко падают в обморок. Так я вам еще добью вас, короче, на тебе контрольный. Шикардос. Класс. И тебе досталось? Да. Ой, Завтра я на белом пароходе. Так, Маратик, где моя шумовка? У меня сегодня... Тихо, не шуми железом.
Эту я так до Сереги еще не донес, но донесу. Что? Кстати, там у меня в рюкзаке... Было сейчас только что так красиво. Как-то, ну не поймаешь. Ладно, все. Поехали дальше. Я играю, ты лови. Не поймаю уже. Короче, это есть будем уже людям потом накладывать. Что у вас По там в жирному. рюкзаке? Всыпай. В прошлый раз, Сережка, я пробегал мимо него, хотел не подходить. Он как меня тормознул. Серега на привозе? Да. Ага. И ножик тебе все-таки там маленький, сказал аккуратненький. И он у меня в рюкзаке уже 3-й раз я его ношу. А рюкзак с собой? С собой. Фу. Бедный распереживал. Да ладно, я не переживай. Давай, всыпай. Третью часть так, на глаз я попытаюсь исполнить. Чуть-чуть припустим. Нет, Валерочка, с огнем дым еле-еле идет, все нормально, просто у нас сегодня не агрессивная кухня, а просто очень-очень-очень нежная будет. Правильно? Мисочку, да? Мисочка вот есть небольшая, маленькая, как раз под эти дела. Все, первый акт нашего кардибалета. Закончен. Да нет, официально объявляю открытым. Начинается. Эх ты, аромат жареного. Ёшкин кот. Так, что, мясо потихонечку? Выгуливаем? И еще чуть-чуть дай обжариться луком. Чуть-чуть. Давай, я пока здесь буду настраивать. Влага пусть с него выйдет немножко. Пионино. Казанчик смажем лучком. Ну да, не помажешь, не пожарит. Все, можешь Казан шедевр, скажи, с каждым разом все лучше и лучше. своим глазомером, да. Он будет через год вообще шикарный. Ого! Ты что? Не, мы так часто готовим, что намного быстрее. Сережка, А глазомером что? третью часть мяса попробуешь? Завтра я на белом пароходе уплыву в далекие края. Жить, как я живу, теперь уже не в моде. Здравствуйте, родные, это я. Так, третья часть, да? Вот еще чуть-чуть. И вот таки да. Да? Да-да-да-да, да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Не мешать. Вот даже не разровнять? Чуть-чуть. Ну хорошо, давай руками. Руками не мешать, ребята. Дайте мясу постоять хотя бы 3-4 минуты, 5 даже. Вот, Маратик, я за это тебе спасибо, но говорит же тебе человек, оно должно правильно пропитаться соком и Если запечататься, сейчас понимаешь? начать мешать, она сразу даст жидкость пойдет. Из него влага будет выходить. Ты не дашь ему возможность приобрести корочку, та, которая удержит сочное мясо внутри. Поняла? Тебе сурдопереводчиком быть. На том видео ты говорила, что мне тамадой быть сурдопереводчиком. Кем еще? Ты талантище у меня, Сережка, просто. Ты понимаешь? Говори, Йося, Йося. Ребята, короче, Маратик скидывает фотографии, там просто кошмар. Йоська просто сумасшедший котенок. Спит, и я спит на надеюсь, плече. Он меня, эх ты, Катюня, побереги. Спит Реквизиты. на плече, спит на шее, от меня не отходит, как собачонка бегает за мной. Так он мне вчера скидывает фотографии, короче, он там с ним на плече прямо и уснул. Он мне говорит, там, Мурка не с собакой случайно спарилась, говорит, он как этот. Это мне что, просить сейчас что угодно можно? А, блин, запомнила. Показалось. Все отлично. Не перехвалили казан. Я на работе. Да? Все прекрасно. Я был на работе. Катюшка, Посмотри, посмотри, посмотри. Любо дорого смотреть, правда? нет, ты просто беременная, и Валера в перчатках. Ты не на приеме у доктора? Нет, нет, вроде. Все нормально? Валерочка, занимайтесь вашими помидорами. Ты сегодня с ними без? Да, не вгоняйте меня в краску. Валера со своими помидорами ходит. Чтоб ты был здоров. А потому что каждый нормальный Валера должен ходить со своими помидорами. А в какую цену у вас на базаре эти помидоры? Ну, От 90 до 120. ну все, у нас так же. Да? Инфаркт миокарда не получила. А что ты сделала? Кого? Открыла. Эх ты, 50 грамм. Смотри. как надо. Надо ж сиську вытащить, а ты резьбу сорвала. Ничего не срывала. Ну сиську поняла, надо вытащить. Ну сиську, да.
это? Поняла? Ника, век учись. Век живи. Короче, если что там с сиськами, обращайся, научу. Марат, иди сюда. Маратик жарит на мангале, шумел, гремел. Посуда или паван в дыму табачном, как в тумане. Сильно не надо, вот она луковым соком прикрылась, сейчас через минуты 2 будем снимать эту порцию. Ну а снимать будем этой большой ложкой. Да. Понимал? Все. Аромат, аромат, аромат. Ты своего добавляешь или наоборот Я сюда? другим подмазываюсь. Ага. Ой. Как там? Я сказал копченый. Валера, что вы сюда добавили? Оливковое масло, лимон, чеснок и сухой базилик. Я же Это ради Валеры открыли вот эту новую банку масла оливкового. А значит там надо было. Это мы еще делаем. С Валерой надо поздороваться. Привет. А чего так много масла? Смотри, не выверни О, это все. Валерочка, сейчас под чутким руководством будешь делать. Так, кружочки, листочки, зелень. Купили пионы мне? Да. Я вообще Серьезно? хотел. Супер. Я хочу себе пушку купить. О, Валентиночка идет, пионы несет. Ёшкин кот. Таки праздник. Откроется к августу, наверное. Ну ничего. Нет, почему? Да, нормально, спасибо. А сейчас уже днем с огнем в Одессе не найдешь, елки-палки. Я вообще хотел сказать, что за это вообще надо снять отдельное видео, так как Валера да. маринует мои помидоры. Да все будет нормально, как это, будешь ты звездой, не переживай. На старости лет тебя будет каждая бабушка в Одессе знать. Так, заносим ведерко, ставим. Да. И молодые девочки тоже. О, Катюня. Что, И ребята, Сергуня? там Марат что-то хотел сказать. Что, Маратик? Надо вернуть мясо вот это. Ну давай рокировку сделаем, поменяемся. Это уже 3 раза конечно же. пожарили, да? Да, это уже 3-й раз, возвращаем обратно. Ребята, вот смотрите, то, что мы сейчас сделали, поджарили немножко мяса с луком, вот это называется база или заготовка, как вам удобнее это называть, для последующим, для нескольких блюд. Значит, смотрите, если сейчас обжарить много паприки сладкой и забросить сюда, это уже пойдет гуляш венгерский. Или а-ля Бограч, что-то где-то рядышком. Да. Там по Если количеству. вместо паприки большого количества вы дадите томатную базу, томат-пасту, натертые томаты, это уже будет гуляш советский. Ага. Если вы нальете сюда сухое красное вино и добавите впоследствии немножко шампиньонов, это уже будет мясо по-бургундски или бургиньон, как его еще называют. Йоу. Короче, вот эта база для тушеных блюд, она абсолютно для всех блюд одинаковая. Может быть нарезка мяса где-то чуть больше, чуть меньше. Все, мы сейчас, и именно в этот момент, пока мы не залили воду сюда, надо добавить специи, вот которые вам нравятся. У нас сегодня прекрасная закарпатская. Это я их уже год берегу, Марат, елки-палки. Это мы были там у Васильевича в Микуличе на рынке Да. и купили Настоящая шикарную закарпатская. для Бограча. Но она подходит для всего. Тут просто сразу раздвигаются ноздри, елки-палки. Кто-то может там, у кого-то есть любимая там для мяса, для тушения, для гуляша какие-то магазинные специи, они тоже бывают очень неплохие. Марат, я всыпаю? Всыпай, прям все. Именно пока вы не добавили воду. Потом можно будет корректировать, но пока мясо с маслом, оно лучше берет обжаренную специю, она лучше пойдет. Соли. Солим хорошо. Прям Обильненько. богато. Так, Экономить надо. теперь Серега мешай. Теперь Серега мешает. Ох, красиво как. Катюня, помимо того, что красиво, это сейчас начинает просто безумно пахнуть, издавая шикарные ароматы. Ох, Марат, да ты что, Раскрывается, да. Именно вот здесь раскрывается в масле. шикардос. Теперь крутить. А это мое любимое, ёшкин кот. Братцы, не забудьте поперчить. И поперчить хорошо. Остро не будет. Ага. Будет вкусно.
Катюня, ты можешь 2 раза сбегать кофе попить, потому что я это люблю дело с перцами играться. Полчаса меня не будить. Хорошо, Сереж. Я думал использовать тот тюбик, но мы лучше его сэкономим на другое. Да, Марат, тюбик побереги, елки-палки. Смотри. Слушай, сегодня очень винтажное блюдо, вон деревянная ложка возле Зиры, подай, будьте так любезны. Если той специи уже как год, когда мы были у Васильича, то этой пасте осенью будет тоже год. Это то, что мы привезли из Турции. Я знаю, Паста ты мне из я ж баночку тебе отсыпал я экономлю. из вяленых томатов и перцев. Тоже, ребята, обязательно ее обжарить, вот пока еще нет воды. Обязательно. Так, я чуть-чуть немножко, потому что еще на другой раз останется. И она придаст пикантность. Она очень-очень-очень интересная вообще. Наряжает блюдо по полной программе. Так, это маленькая, она же и удобненькая. Давай, иди сюда. Искупайся. И я тебя сейчас начну шикарно мешать. Ёшкин кот, смотри. А? Ну, Я не знаю, что турки с ней делают, но делать они с ней умеют. ну, все уже знают, что если мы Сейчас. кладем томат, то обязательно это. Валера тут кудесничает. Катюшка, тебя в разнос понесло. Давай мы, вот, ты Да, показала, это что так Валера вкусно, умеет. это просто А мы очень вкусно. на самом деле сделаем маленькое, короткое и очень во все времена удобное блюдо. Просто зелень, немного волшебства от Валеры, я у него рецепт узнаю, а лучше попрошу, чтобы он для нас пришел разочек вместо Марата. Лицо пусть попроще сделает. А, или с Маратом, ну ты придешь позже. Короче, что мы, пасту добавили, а теперь сахарочка. Обязательно. Обязательно. Да, еще жменьку хорошую. И еще свинку. И еще маленькую. Все. О, Ребята, у нас сегодня, не удивляйтесь в количествах, у нас 6,5 килограмм мяса. короче, будет под завязку сегодня наш казан 30-литровый. И всем должно хватить. Не знаю, как всем, но половине, те, кто придут первые и забронировали столики, хватит по-любому. Что это? Морковка? Да. Давай 2 руками так вот. Давай, бахай. Та-дай, дай, Сверху дай, прям дай. так, пусть она полежит немножко, не мешая. Ну да, она сейчас пропарится и тоже свой сок даст. Скажи, а это блюдо надо накрывать или готовить его надо постоянно на открытой крышке? Не надо, в принципе, открывать. В самом конце накрыть, знаешь, тут настоять. Ай, да, то я помню. Катюша, а с лучики солнца, смотри, как по морковочке играют, да? Ага, и дымочек. У нас тут и тень такая. Вот для тех, кто не видел, я тебя попрошу, покажи еще раз. Вот так вот уедь и прямо в лес туда Так давай. далеко не выезжай. Ну в лес, не дальше. Оператор, сделай медленно, красиво. О, изи. Катюня, покажи, как мы уже помешали. Смотри, как перемешалось. Прямо Марат варенье какое-то очередное мясное. Шикардос. Да? Так, что я водичку принес, можем заливать уже? Да, конечно. Мы же Ну, его уже начинаем там процесс. обжарили. Да, начинаем процесс тушения. Морковочка у нас тоже поджарилась немножко. Все шикардос. Все, Холодная, горячая? картошечка рано. Вода любая, потому что казан у нас греет, как бойлер сумасшедший. Хватит. Хватит так хватит. Все, помешай, сейчас она закипит, минут 10 побулькает, и мы попробуем. На Ага. соль, на специю, Я даже не буду на мешать, перчик, я да. немножко приподниму, Так, чтобы немножко, просто да. водичка везде вот это вот сполоснула. Ингредиенты. Если у нас появится лишний жир, мы его уберем шумовочкой, но я думаю, что не будет. Мы все-таки соус дадим. С картошечкой подольем и аккуратненько Да, приподнимем, все будет да, нормально. да. Короче, смотри, что, как сделал Марат. Катюня, я хочу, чтобы ты передала весь этот блеск. Да, я этого. люблю крупно вот так жиркое. Кто-то режет помельче, кто-то крупнее. Это абсолютно не важно. Главное, чтобы картошка пропиталась, успела пропитаться тем, что в казане у нас. Марат, такая и пропитается, и в рот приятно влезет. 100%. Катюня, Да, Серега. смотрите, я сейчас покажу волшебство, что у нас здесь происходит. Ох, точно, что волшебство. Как нежно и замечательно томится наше блюдо. Сережка, перчик, чесночок. Бу-бум. Ага. Катюня. Давай, перчик, чесночок. Да ты мне просто дай чуть-чуть в сторону, ты же такая, что тебя не оббежишь с Да, одного прямо раза. же, слон тут у тебя стоит. Шаг вперед и 2 назад. Это школа Соломона Пляра. Маратик, я весь чеснок бомблю. Не-не-не, 2 штучки достаточно. Ну ты не Это- жадничай. Это не плов, тут у нас чисто для вкуса. Давай хоть 3. Ну давай, поговорим. Так, 3 этих. А перчика я
покладу 2, потому что они, это Положу, угорело. Сережа. Хорошо, для тебя я положу. Покладу. Вот так вот, нормалек? Шикарно. И что теперь? А сейчас будет Марат делать... Короче, горел сарай, гори и хата будет рассказывать секрет, как сделать загуститель. 100 грамм масла сливочного, 120 грамм муки. А дальше смотрите за руками. Марат, я поджигаю. Этот соус называется, это французский загуститель, он называется словом ру. Только не .ру. Марат, извини, тут очень важное дело. Сверчок по ручке бегает. О, это твой жених, Ульянушка. Она же сегодня сказала, что она на свидание хочет идти. Ну вот. Слушай, другие бы орали, кричали, а она обалдеет. Та это каждого муравья любит. Снять тебе его? Давай я тебе его отдам. Иди сюда. Где-то делся. А, вот он пополз. Вот он. Подставляй ручку. Так, лови жениха. Что ты говорил? Французское слово «ру» из 4 букв, да? Да. Загустителя придумали французы, какие 70% того, что мы едим. И он как бы база для того, чтобы делать другие соусы. Тот же бешамель некоторые делают на базе ру. Это загуститель. Моя мама делала просто. Она брала, поджаривала муку на сковородке на сухой и разбавляла ее водой, чтобы без комочков было. Ага. Кто-то не парится, просто берет сырую муку, разбавляет водой и загущает. Так И делала крахмал. моя бабушка. Да. А ты, короче, А где-то я люблю подсмотрел вот так, да. и сделал красиво. Так, я поджигаю. Поджигай не сильный огонь, потому что масло должно медленно растопиться, но растопиться полностью, обязательно полностью. Не Куся? Не Куся, ёшкин Что кот. это? А ну расскажи красиво. Это наша вкусняшка, наш новый деликатес в нашем любимом ресторане Архимус. Короче, такого нет нигде во всей Лягушачьи Одессе. лапки. Лягушачьи лапки, Жабьи лапки. лягушачьи лапки. Жабы то другое, понимаешь? На украинском так просто звучит. Сережа. А, жабичьи лапки? Треба казати тільки ніжки. Лягушачьи нишки. Напишите, как правильно на украинском нам по-французски говорить. пишите, все будет нормально. В кисло-сладком соусе. Елисей Кашухи неси, ты понимаешь, какая это вкуснятина? Эх ты, были в кляре, а стали теперь вот так. Теперь они у нас выглядят Аж вот так птица вот. запела. Да. Да ты что, смотри, ему ни одной лапки не давай. Так, Марат, что ты говорил? Сковородочка должна быть нежной, и масло должно растопиться медленно-медленно и полностью, да? Медленно, но обязательно полностью. Добренько, добренько. То липованская кухня, то французская. Марат, что ты наделал? Ты победил всю Одессу. Спасибо тебе. И твоим родственникам, что ты такой у нас случился. И боженьки. Такие огромное благодарю. Рене, смотрите, что мы таки творим, понимаете? Эх ты. У нас есть такая мадам интересная, я за тебе рассказывал, но там рассказывать, не перерассказывать, да. Когда мы уже по ее рецепту приготовим? Ну, нам надо съездить сначала в Америку. Правильно? Там и приготовим, я вас умоляю. Не, обещала такой шикарный рецепт, и мы за него тоже исполним. Там, Изя поет, я помолчу. Все, Изя, можно говорить? Можно. Короче, целую ваши нежные ручки. Она такая интересная, красивая, импозантная. Я правильно говорю, оператор? Да, Сережа. Необыкновенный человек. Да. Очень-очень интересная. Эх ты, что вы нам были здоровенькие. Что, Маратик, готово масло? Потихоньку начинаем всыпать муку, помешивать, чтобы без комочков. Она будет такая, сейчас увидите, густенькая. Ой, Все нормально, да, я тебе буду где-то помогать. все. Все, держи одной рукой, а я тебе досыплю, когда скажешь. Все. Опача. Как все? По технологии 100 на 120. И тут, смотрите, тут можно некоторые, вот сейчас чувствуешь, ореховый вкус пошел. Да. Можно делать ее темнее, можно кто-то делает ее светленькой. Я люблю. В зависимости от того, Средненько, как долго ты держишь ее на огне, да? Конечно. Уже не надо даже огонь так на горячем остаточном. Вот эта вот штука называется ру. Ру. Всего лишь. Используется очень во многих соусах как загуститель. И тоже как основа Очень, получается, да. да. Наряжаю ее разными там ингредиентами и называй его как Да, хочешь. и- Изя, помолчите, тут люди разговаривают. В ресторанах скатывают шарики, когда она остывает.
И кладут в морозилочку. Потом, когда И надо всё. загустить, прям шарик буц, Заготовочка. и все. Откуда вы это знаете, если вы никогда Ну, шеф-поваром не были? я не был шеф-поваром, но я видел, как работают ребята в ресторанах. Маратик, я газ могу сэкономить? Да, все, выключай. У нас готово. И Ура. желательно это убрать со сковородки куда-то. Спасибо, вот Уляночка, спасибо, Спасибо, солнышко, спасибо, моя девочка папе дров принесла. Ёшкин ты кот. Я их возьму и подброшу в нашу печку. Папина принцесса. Мою маленькую. Маратик, а ну что с мясом происходит? Ребята, должно быть, когда забрасываете картошку, у нас крупно порезано, градусов, говорю, процентов на 80 готово. Как по мне, так уже на 79 готово. Сейчас Пора? перчик дадим сначала. Как раз перчик подойдет, а потом сразу картофель. Ох и платье для нашего блюда очередное готово. Слушай, мы с тобой как эти... Как они, Дольче и Габбана? Нет, только я в хорошем смысле этого Картины слова, в понял? Казани пишем. Да? Круг Малевича имеем, короче, да? Да. Черный круг. Люди все вокруг. Ну, таки спасибо, у вас как дом? Тебя зовут? Красиво булькает. Пожалуйста, вам огромное. Да, хочется смотреть и подсматривать. Да можете не уходить. Туда-обратно, домой и опять домой. Что, Маратик, картошку начинаем? Да? Мы Та-та-та-та, попробовали та-та-та. по соли, скорректировали немножко, чего нам не хватало. И все у нас прекрасно там сейчас булькает. Каждый на свой вкус. Так, картоху я закладываю. У нас есть маленький такой секрет. Я специально картошечку немножко оставил. Да, сверху. Увидите для чего. Там, Марат, помолчи, что что-то тут сразу мне, елки-палки. Мы же помимо того, что вкусно, еще и красиво стараемся сделать. Вот то надо было с тобой поспорить. Марат говорит, картошка не влезет. Я говорю, режь давай, влезет. Тут надо будет еще столько же почистить. Так что, ребята, извините, короче, один кусочек картошки и 3 кусочка мяса. А когда вы свое ру будете добавлять? Чуть позже. Чуть-чуть тоже немножко подожди. Так, это есть. Водичка у меня тоже есть. Сейчас, Маратик, я искупаю эту картошку. Аккуратно. Ты посмотри, распелся вверх. как. Вот просто вот так вот нежненько, чтобы она равномерно провалилась. Искупалась в нашем соусе. И Катюшка скоро будет ру. Ты что, не, ну мясо и овощей по-богатому сделали так, что я тебе хочу сказать, что в Одессе вряд ли кто-то готовит щедро. Да не, я шучу, готовят люди, но у нас вкуснее всего. А потому что? Да вы сами все знаете. Правильно, Марат? Конечно. Потому что и я с тобой рядышком есть. На это можно смотреть вечно, как Серега мешает. Маратик, не мешай мне мешать, елки-палки. Так, ну все, смотри, пропорционально. Отлично. Водички немножко нам надо. Отлично. У меня тут есть в заначке. Отлично. Я не знаю, но больше чем уверен, что сегодня, короче, уйдет море лепешек. Сюда хочется макать. Да, мы его загустим. Без чуть-чуть остановки. позже он закипит. Сейчас Ага. покипит немного. Что, густеет? Да, отлично. А руки так и просят сделать вот эти Да, вот шарики, да? Шарики скатываются. Так, Маратик, потерпите. О, смотри, что. Мы только кинули, у нас уже потихонечку А вот это не здесь надо уже поснимать? готово. Что? Жирненькое такое, нет? А, это... Это не жирненькое, это уже нектар. Сейчас Марат добавляет Небольшими частями. в разные места. Сережка будет мешать. Загуститель. Мы помешаем, сейчас густитель растворится, начнет, получается, там все это дело густеть. Потом мы сверху отправим красивейшую картошку. Она же, вот эта картошка, будет у нас индикатором. Ее уже мешать мы не будем. Как только она будет готова, значит внизу уже все, гайки. Готово все. Что, Марат, Вперед, засосала ложку? работай. Мешай. Ну ладно, шухер, разойдитесь. Тут главное, чтобы не ляпнуло на мои Этот шаровары. загуститель не проявляет тебя сразу. Он со временем минут 10 и он начинает загущать соус наш.
Мы сейчас все проверим. Вот все, что твои усы сказали, мы сейчас все проверим. Давай. Да. Одну секундочку занято. Маратик, он уже вон плывет. Ага. Такой себе киселеобразный. Она же у нас еще будет бухтеть, 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 бухтеть. И все это дело Это мне надо сделать на руку. Хорошо, кошечка, подожди разойдется. одну минуточку, сейчас. Сейчас, девочка моя, будем тебя и кормить, и что-то тебе на руку еще одевать. А эти перцы не надо было достать острые? Да мы их не ломали, Катюша. Блюдо, сразу говорю, получается пикантное, потому что и та паста, которая у нас была, она тоже имеет интересный губощипательный эффект. Губощипательный? Губощипательный, да. Так, Маратик, все, я думаю, что финиш. Да. Картошечку мы сейчас с тобой эту красивенько раскидаем тонким слоем. Я ж тебе говорил, под завязку сварим, а? Марат говорит, я жаркое еще в таких объемах никогда не готовил. Маратик, у нас с тобой еще все спереди, Картошка елки-палки, у тебя. еще все будем бомбить Просто обалдеть. в огроменных размерах. Что, моя принцесса, что ты папе принесла? Картошку, а где ты ее выкопала? Там растет? Да. Никому не говори. Возьмем с собой ведерко и сходим копанем. Правильно? Так, накрываю. Накрывай. Чудо-крышка. Готово? Катюня, не просто готова. Марат, как ты говорила, ну дай я тебе покажу, что такое. Хотя видно, как, смотри, какие сопливые булечки. Как затягивается. А? Классно. Еще картошечка немножечко где-нибудь развалится. Что, начинаем наряжать, да? Да. Смотри. Ребят, тут то, Вот что так любит. вот. Кто-то кинзу, кто-то укропчик, кто-то Мы это. сильно зеленью заваливать не будем. Мы сейчас вот так вот для аромата это все дело добавим. Зеленушку Маратик уже сделал. Будем посыпать конкретно блюдо. Правильно? Да. Все, это сюда. Смотри, что я придумал. Чесночок молодой, вот такими чипсами. И ботва нам тоже понадобится. Смотри. Ой-ой-ой, Марат, он аж выпрыгивает. У него стеночки мягенькие, я его сейчас прямо вот так вот аккуратно и положу. Ты возьми, на кире тебе будет легче. Я люблю и на киль, люблю и топорик. Молодой ароматный. А ну-ка, Катюша, в сторону. Божественно. О, так я и ботву сейчас тут положу, слышишь? Да, да. Буквально вот так вот. И отключай огонь, Отключаю огонь, ждем 5 минут. накрываем крышечкой и ждем 5 минут. Все. И, ребята, прошу за стол. Катюня, ну дай-ка я возьму крышечку одену. Опача. Так, что там, который час? Часов у меня нет. О, как раз без 4 минут 3. В 3, смотри, Ровно в 3 говорили, в 3... Марат, мы профи становимся. что-то у нас с тобой от Швейцарии имеется. Маратик, я уже и лепешечку тепленькую нам придумал. Так, что? Слюни текут уже, давай. Да подожди, ты потерпи чуть-чуть. Не только у тебя, Катюшка, сделай так вот аккуратненько разворот, что у нас потихонечку все в броне, и уже люди сидят, все ждут, не только мы с тобой. А вы всех голодом морите, как всегда. Так, это вот сюда, Да, в стороночку. штурпочки ароматные. Так, где моя поводежка? Маратка, я как всегда. О, слушай, я пока нагружаюсь, бегай там за вилками или за ложками, что нам там надо. Катюня, это сказка. Мясо с подливой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такое жаркое получилось. А ну-ка, любимка моя. Чего не хватает? Маратик, твоей пушистой По-моему, зелени. ложку надо было брать вам, ребят. Тут надо вилка и лепешка. Лепешкой. А, Лепешкой. Вилка и лепешка. Так, по-братски, меняю тебя на вилку. Держи. Все, это мне. Эх ты, не убегай. Сразу надо макнуть, пусть Полежит. насыщается, да. Мясо я сейчас достану, мы с тобой покажем.
что из этого получилось. Картошечка, конечно, разварилась, все красиво. А мясо в меру упругое, получилась тушенка. Понимаешь? И волокна сохранили, Ой, супер. и мягкость приобрели. Ну что, давай, понеслась? Так, как всегда, горячие будем с Так тобой. нам уже некогда, нас уже люди ждут, елки-палки. Мы же не просто с тобой пробуем и Что раньше? еще и дарим кулинарную радость. А ты еще картошку выдернул? Ну давай и я. Юшка шикарная. Что, ты стоишь так на низком старте, можешь бежать уже. На старт, внимание, марш. Он должен все попробовать. Как у бабушки получилось. Точно как. Ивано-Франко 40Б. Улица Суворова, 59, квартира 1. Смотри, Катюнь, иди сюда. Супер, супер. Смотри, картошка вроде бы и твердая, и в это время Она шикарно очень правильно мягкая. сварилась. Да. Так, короче, кусочек мяса. Ребята, мест не осталось, но вы все равно приходите. От всей души. Для вас с хорошим настроением под аккомпанемент вот этих шикарных усов готовили сегодня соус одесский липован и целая куча людей. Всем пока-пока. Чао.